Российский автомобильный рынок вошел в фазу, которую больше нельзя называть ни сложным периодом, ни временной коррекцией. Все, что еще в прошлом году списывали на нестабильность и адаптацию, сегодня оформилось в полноценный системный кризис. Причем кризис не декларативный, а хорошо различимый по цифрам, поведению покупателей и реальному положению дел внутри отрасли. Продажи новых автомобилей падают с такой скоростью, что даже официальная статистика, обычно сглаженная и осторожная, выглядит тревожно. Фактически страна потеряла значительную часть рынка, по разным оценкам от трети до почти половины прежних объемов. И это не потолок. Дилерские центры можно закрывать. Люди просто перестали туда ходить. Автосалоны все чаще напоминают выставочные залы без посетителей, где машины стоят не для продажи, а как декорации. Менеджеры неделями не закрывают ни одной сделки, а некоторые отделы продаж существуют исключительно за счет внутренней имитации активности. Кредитование, которое долгие годы было основным двигателем рынка, практически умерло. Проценты по автокредитам достигли такого уровня, при котором покупка автомобиля в долг превращается в финансовое самоубийство. Цены же окончательно оторвались от реальных доходов населения и живут в собственной логике, никак не связанной с жизнью людей. Даже АвтоВАЗ, структура крайне осторожная в публичных оценках, вынужден говорить о критическом положении. На предприятии фактически признают, рынок остановился, машины продолжают выпускаться, конвейер формально работает, но готовая продукция не превращается в деньги, она оседает на складах. Эти автомобили не находят покупателей по тем ценам, которые сегодня указаны в прайсах. Дилеры не могут продать то, что им уже отгружено, а завод не может снизить темпы, не нарушив финансовую модель. Корни этой ситуации лежат не где-то глубоко, они очевидны. Центральный банк удерживает ключевую ставку на уровне, при котором любые потребительские кредиты становятся недоступными для массового покупателя. Автокредит из инструмента обновления транспорта превращается в роскошь, доступную единицам. Переплаты за срок кредита выглядят абсурдно даже для тех, кто раньше спокойно пользовался заемными деньгами. К этому добавился фактор прошлого года – масштабный завод китайских автомобилей. Тогда рынок ожидал быстрого восстановления спроса, и импортеры действовали с опережением. В страну хлынули 500 000 машин, но покупателей для них не нашлось. Однако ключевая причина обвала – психологическая. Рынок сегодня управляется не продавцами, а ожиданиями покупателей. Люди перестали верить, что текущие цены окончательные. Они уверены, что впереди неизбежное снижение, и сознательно занимают выжидательную позицию. Так сформировался феномен ждунов, массового слоя потенциальных клиентов, которые принципиально ничего не покупают, ожидая обвала цен. И что самое важное, рынок своими действиями только укрепляет их уверенность. Официальное падение продаж АвтоВАЗа оценивается примерно в треть, но за пределами отчетов картина куда мрачнее. Внутри дилерской сети среди сотрудников завода и аналитиков отрасли давно говорят о куда более глубоком спаде. По их ощущениям, реальный провал приближается к 50% от прежних объемов. На это указывают косвенные, но очень наглядные признаки. Склады переполнены машинами, которые стоят неделями и месяцами. Конвейеры периодически останавливаются не из-за технических проблем, а потому что выпускать новые партии просто некуда. В регионах продажи настолько вялые, что часть дилеров предпочитает не афишировать реальные цифры, опасаясь паники среди персонала и клиентов. Все это формирует общее ощущение нестабильности, которое невозможно скрыть. Руководство АвтоВАЗа все чаще говорит открытым текстом: рынок перегрет, предложение превышает спрос, а покупатель ушел. Без внешнего вмешательства, будь то резкого удешевления, изменения кредитной политики или государственные меры, кризис рискует перейти в фазу обрушения. На этом фоне появляется еще один фактор ожиданий – вера в возвращение ушедших брендов.
Toyota, Hyundai, Volkswagen по-прежнему живут в коллективном сознании как некий символ стабильности. Многие уверены, стоит этим маркам снова появиться на рынке и все наладится. Дилеры оживут, цены стабилизируются, продажи пойдут вверх. Но реальность здесь жестче, чем мечты. Даже гипотетическое возвращение мировых брендов не станет спасением. Во-первых, у них просто нет свободного объема машин. Производственные планы расписаны на годы вперед. Каждая партия распределена между ключевыми рынками. Никто не держит резерв из 1000 Camry или Тигуанов, чтобы оперативно отправить их в Россию. Любые поставки означали бы перераспределение в ущерб другим регионам, что экономически невыгодно. Во-вторых, автомобили глобальных рынков не адаптированы под российские условия. Речь не только о климате, но и о стандартах, комплектациях, требованиях по безопасности и сертификации. Добавьте сюда утилизационный сбор, логистику и аппетиты дилеров, и итоговая цена моментально улетит за пределы разумного. Машины, которые раньше считались доступными, окажутся в сегменте 3-4 миллионов рублей. Для массового покупателя это тупик. В-третьих, дилерская инфраструктура разрушена. Бывшие салоны Toyota и Hyundai давно работают под китайскими вывесками. Персонал уволен или переквалифицирован. Оборудование распродано или устарело. Восстановление сети потребует колоссальных инвестиций и нескольких лет, которых у рынка попросту нет. И наконец, никто не хочет рисковать. Российский рынок сегодня выглядит крайне нестабильным. Падающий спрос, раздутое предложение, закрывающиеся дилеры, непредсказуемая экономика. Для глобальных рынков возвращение в такую среду не бизнес, а лотерея с отрицательными ожиданиями. Парадокс в том, что даже без иностранных конкурентов рынок продолжает деградировать. Казалось бы, АвтоВАЗ и китайские марки получили уникальный шанс. Но вместо роста отрасль ушла в штопор. Началась волна банкротств дилеров. Многие салоны годами работали в минус, надеясь на восстановление, но теперь просто не выдерживают. Банки начинают забирать залоговые автомобили и выставлять их на торги. Цены на этих аукционах не имеют ничего общего с официальными прайсами. Машины уходят значительно дешевле, иногда почти вдвое. Это запускает цепную реакцию. Покупатели видят реальные цены и теряют интерес к салонам. Продажи падают еще сильнее, склады продолжают расти, параллельно оживает вторичный рынок. Для большинства людей выбор очевиден – взять поддержанную, но понятную машину за 600-700 тысяч, чем новую, но переоцененную модель за миллионы выше. В итоге рынок захлебнулся не от дефицита, а от перенасыщения. Машин много, денег мало, доверия нет. Доходы населения стагнируют, расходы растут, автомобиль перестал быть необходимостью и стал дорогим активом, на который решаются лишь единицы. Кредиты не работают, утилизационный сбор постоянно перекладывается на покупателя, а реальная покупательская способность продолжает падать. Если описывать происходящее одной фразой, она будет простой. Предложение оторвалось от реальности, а рынок живет ожиданием неминуемой коррекции. Производители и дилеры продолжают накачивать склады, но покупатели делают единственно логичный шаг – ждут. И именно ожидание сегодня стало главным фактором, который разрушает российский автомобильный рынок изнутри. А как вы считаете, что произойдет раньше? Реальное снижение цен на 50% или окончательный уход покупателей с рынка новых автомобилей? Пишите в комментариях. Больше автоновостей, инсайдов и юмора вы найдете в наших Рутуб, ВК и Телеграм-каналах. Подписывайтесь, ссылки в описании. И шутка на прощание. Чиновники предупредили, что отрицательный рост заканчивается и ожидается резкий положительный спад. Будьте готовы.